Здравствуйте, добро пожаловать на канал Галина Jewelry. Сегодня хочу записать видео о неудачных покупках и потом покажу вам свои украшения, которые сделала вот в последние несколько недель. Так, неудачные покупки. Как вы знаете, я покупки в основном совершаю онлайн, соответственно, я приучилась рационализировать, скажем, свои ожидания, вот, потому что покупаю я по картинке, соответственно, часто это кот в мешке. Естественно, я покупаю по отзывам, но видите, если вам пришла красивая нитка чего-то, мне, ну, не факт, что придет красивая, и я это понимаю. Вот, то есть я не говорю, что это прям плохая покупка, я просто обсуждаю с продавцом, и там уже там по факту. Но есть такие вот покупки, которые вот как бы из раза в раз ты вот замечаешь какой-то паттерн, да, что оно, ну, все время вот что-то не совсем хорошо. Собственно, такие я и хотела вам сегодня показать. Вот, ну, давайте, вот, смотрите. Первое, это вот эти вот бусины кракле. Смотрите, вот эти бусины. Вот они, видите, они у меня беленькие, желтенькие. У меня их большой мешок. И тут как, я не сказала, что это прям неудачная покупка. Вот, они очень красивые, и цена у них не очень большая. Они, правда, очень красивые. Мне нравится, как они смотрятся, я их с удовольствием использую. Единственное, что они могут разбиться. То есть, если вот вы их уронили, то они вполне себе могут расколотиться. Такое у меня бывало. Вот, то есть, ну, вот, скажем, такие бусины на какое-нибудь кольцо я в жизни не поставила. На браслет тоже. То есть, если их ставить, это куда-то на колье, вот, на сережке, возможно. И, ну, в общем, так как-то осторожно, вот, их использовать. Вот. То есть вот просто подтвержду слова тех, кто говорит, что они легко разбиваются. Да, они действительно легко разбиваются. Вот. Мне они нравятся, я их, ну, не прекращу покупать, для себя я их использую, для своих украшений, лично для себя. Вот. Но, как я сказала уже, ни в какие такие вот украшения, которые очень просто, ну, в общем, не в браслеты и не в кольца, точно. Так. Следующие покупки, это вот именно на это хотела обратить внимание, вот эти вот швензы, смотрите, такие швензы, они, так, не эти, ну, хотя эти тоже, наверное, смотрите, вот эти вот швензы, они прикольные, красивенькие очень, написано, что это нержавеющая сталь, позолоченная, как бы, да, ну что, у них вот это вот покрытие, оно такое плотненькое довольно-таки, но оно облазит. Причем оно облазит как-то в раз. То есть вот они были такие красивые, потом раз берешь его, и оно просто вот прям как шелуха вот так вот сходит. Вот. В серебре вроде ничего такие, нормально, а вот в золоте вот как-то я разочаровалась. Ну, вернее, как, вот эти тоже, вот знаете, это... из разряда выбросить жалко, я их использую именно для себя. Мне они просто очень нравятся, как они выглядят. И у меня есть возможность швензы заменить самой себе, когда вот они вынашиваются. Но, конечно, для других людей я такие швензы уже не использую. Вот. Так, и еще хотела показать вот эти вот швензы. Вот эти вот. Мне они страшно нравятся, вот, но вот тоже в золоте они тоже вот как-то облазят. Причем как-то очень не культяписто. То есть не так, что с них вот просто оно потихоньку сходит, вот это покрытие, а тоже вот какой-то такой шелухой, особенно, ну, вот на вот этом штыречке. Вот черные нормально такие, а вот эти вот как-то, в общем, не очень. То есть я вот такие вот золотые, наверное, больше брать не буду. Но они держались долго, они вот прям долго-долго держатся. Но как-то вот, в общем, не нравится мне такой вариант все равно. Вот, и еще что, просто вот, когда вот это сходит, покрытие, вот этот штырек, он такой аллергенненький. Вот, у меня уши чувствительные, поэтому я замечаю. Ну, в общем, вот так. То есть я как-то вот, в общем, с осторожностью к ним буду относиться, вот таким швензам тоже. Хотя вот они, конечно, по внешнему виду мне не очень нравятся. Мне нравятся простые швензы, вот, если английский замочек в основном. И я как-то их это... Жаль, короче. Так, теперь старое золото. Смотрите, у меня вот есть разная фурнитура старого золота, и она вся, зараза, чернеет. Причем я ее покрывала цапанлаком. У меня тут есть
И обычный был, этот китайский сапанлак. Вот он. И я брала местный. Вот, пожалуйста. И вот обычный для ногтей. В общем, темнеет. Но, в общем, как я приспособилась-то? Вот, опять же, не обязательно это выбрасывать сразу. Опять же, мне очень нравится фурнитура старого золота, просто я ее всегда комбинирую с медью. Вот. И тогда она темнеет, и она становится такой... Ну, в общем, смотрится она тогда хорошо. Она тогда, когда чернеет, она даже лучше смотрится. Вот. Так, следующий. Это вот такие вот миксы. Они всякие разные бывают. Вот, смотрите, вот такие вот колечки текстурные. Думаю, многие их знают, да? Вот пластиковые такие бусинки, они разные есть. У меня вот такой микс. Миксы вот такие вот недорогие совсем замочков, да, там. И вот шапочки, например. В общем, что их роднит? У них у всех темнеют сильно золотые, эти золотые элементы. Или вот типа под розовое золото. Вот серебристые и черные нормально живут, особенно черные. А вот то, что золотое, оно темнеет. Причем оно так, ну, как-то вот становится очень-очень ярким и как-то вот краснеет. Вот. В принципе, такой эффект может быть хороший. Но даже, знаете, смотрится так-то, можно комбинировать с медной фурнитурой тогда. Вот. Но оно не останется такого золотого цвета. Вот. Вот здесь тоже замочки бронзовые, медные, черные, да, вот, все хорошо, ганметал, серебристые, в принципе, тоже. А вот золотые и вот этого более такого светлого золота, вот они чернеют. Единственное, что вот эти более светлого золота, они прям становятся такие красные, то есть можно использовать вместо медных, вот на самом деле тоже. Так, и вот эти вот текстурные колечки, вот эти кольца, они очень классные. Единственное, что я теперь беру не микс, а я покупаю отдельно серебряные, черные и все. А вот золотые и светлого золота больше не беру, потому что они темнеют. Вот. Так. И последнее, это хотела показать вот так вот пины бронзовые. Они, что с ними не так? Они, знаете, когда ничего, а когда они ломаются. Причем они вот просто, вот он начинаешь сгибать, и он рассыпается. Или в процессе носки вот как-то. То есть вот с этими товарищами, с бронзовыми пинами я бы посоветовала как-то, в общем, украшение как-то в руках поэтовать, помять, может, и как-то поносить даже перед тем, как человеку-то отправлять. Потому что бывает ломается. У меня такой был конфуз. Я отправила девушке колье и серьги, она их покупала, чтобы надеть на свадьбу. Вот, и, представляете, пишет мне, что этот сломался, вот отломала, отломилась вот головка вот эта вот. Я ей говорю, давай я тебе сделаю. Она говорит, времени нет, вот уже скоро ехать на свадьбу, ну, в смысле, там, через несколько дней. Вот, соответственно, у меня еще не было, по-моему, материалов, вот, чтобы в точности сделать ей такое же колье. В общем, мы вышли из положения, я просто прислала новую детальку. Колье было сборное. И она его этими пассатижами просто отсоединила и подсоединила. В общем, девушка это была моя подруга, поэтому, в общем, все это прошло так нормально. Мы с ней, конечно, так посмеялись немного над этим, я очень долго извинялась. Вот, ну вот такой был конфуз. Причем, как бы, я же это колье носила, то есть я, ну, я обычно надеваю какое-то время, ношу, чтобы было удобно, нигде ничего там не терла, не колола. Ну вот был такой конфуз вот с бронзовыми пинами, ни с какими другими, только вот эти товарищи. И вот я говорю, вот сколько раз они просто вот так в руках ломаются, поэтому как бы смотрите, от раза к разу они бывают ничего, бывают не очень. В общем. Ну что ж, надеюсь, это было вам полезно. И сейчас я покажу вам свои недавние творения. Итак, ну что же, первое, я, видите, доделала, был у меня комплект, я делала брошечку, вот, колечко и сережечки, вот с таким вот необработанным изумрудом, декоративным стеклом, вот, на эпоксидке. В общем, я сделала себе еще подвеску и подвесила эту подвеску. В общем, вот она подвеска. Вот такая вот она получилась. Она двусторонняя. Первый блин у меня вышел немножко комом.
Хотя тоже симпатично, но по-другому, конечно, смотрится. Вот, в общем, сделала подвеску, надела ее, видите, на шнур просто 3 таких этих. В общем, сильно не заморачивалась, закрепила, все. В общем, такой вот у меня комплект вышел. Далее сделала я еще 2 пары сережек. Вот таких тоже в такой же технике. Видите, тут у меня желтый агат, вот этот изумруд, опять же, не обработанный, и крошка граната. Вот, мне прям очень нравится. Они, знаете, смотрятся, ну, вот как-то органично, натурально, такой этно-стиль. Ну, не этно, нет. Ой, даже не знаю. В общем, смотрятся они хорошо, они смотрятся очень неброско. Вот, несмотря на свой размер, они, мне кажется, совершенно повседневные сережки, что мне подходит. Вот. И сделала вот такие вот еще серьги. Вот. Видите? Это папоротник, вот такие были элементы, я на них приклеила крошечку и сделала швензы. Это зеленый агат тут был и гранат. В общем, вот так. Теперь, смотрите, ну, туда же сейчас я просто захотелось. Сделала такие сережки. Это вот элементы, которые как ситечка. Помните, может быть, я делала кольцо медуза. Если интересно, вот как сделать такие серьги, просто пройдите, посмотрите, у меня есть МК кольцо медуза. Вот, и потом по такому же сценарию просто нужно купить основы для сережек. Я, если не забуду, вставлю ссылочку с основами для сережек. Ой, прелесть получилась. Они, смотрите, они совсем небольшие. Ну, вот эти вот, смотрите, 12 миллиметров, да. А вот эти вот чуть-чуть больше. Такие небольшие, легонькие, хорошенькие серьги. Причем вот эти вот основы, они идут из нержавейки. Вот. Что очень удобно. То есть у них качество, в принципе, неплохое. Вот. В общем, такие сережечки. Далее. Далее немножко этно. Смотрите, мне очень захотелось сделать серьги-перья, но с подвыпедвертом, вот. В общем, с изюмом. Смотрите, видите, медные вот эти перья, я думаю, вы их видели. Швензы, вклеила стразики туда и сделала каф. Видите, вот эти серьги, их можно вот, немножко они асимметричные из-за вот этого кафа. Медная цепочка и эти маленькие подвесочки сделала сюда. В общем, что еще? Ну-ка. Так, ну что, смотрите. В общем, сначала это было сделано вот это колье. Планировала я его не совсем так. Вот, но по факту получилось, что мне вот как-то так больше понравилось, и лежало оно лучше на самом деле. В общем, вот такое колье я сделала. Это бронзит, это гавлит, или, ну, в общем, не натуральная бирюза. Вот, обшила кабошоны, соединила их между собой вот так, видите, колечками. Колечки вот эти неразъемные, но их можно просто раскусить такими покрепче кусачками, и вполне себе становятся они тогда разъемные. Вот эти элементы здесь, опять же, оно все приделано на колечках, и вот эта мемори проволока. Здесь тоже вот этот гавлит, тигровый глаз использован, и сердолик. Вот. В общем, я, помните, наверное, спрашивала совета, что использовать-то, какие цвета добавить к бирюзе и к бронзиту. Советов было много, очень, вот все хорошие. На самом деле у меня просто, ну, опять же, все это потом вылилось просто в мою собственную вот вкусовщину, да, и из того, исходя, какие у меня были материалы. Мне, кстати, очень понравился, мне кто-то посоветовал цвет слоновой кости, но у меня не было такого бисера, то есть мне вот обшивать как-то не это, в общем, нечем мне было обшивать кабошоны. Да и, честно говоря, этих бусины были, но они как-то вот не подходили по текстуре, что ли. Вот.
Поэтому в итоге вот я остановилась на совете с сердоликом. Спасибо тому, кто мне посоветовал сердолик, и тигровый глаз вот добавила. Вот, то есть получилось ярко. И колье это трансформер, то есть я сделала вот так, и мне очень хотелось добавить туда вот еще вот эти шипы. Шипы и вот эти вот шипы гавлитовые. В общем, сделала я вот такую подвеску. Подвеска это на тросике, вот это тросик, просто такой толстенький тросик. И вот замочки, лобстеры. Ну все, вот такой вот получается колье. И к нему серьги. Ну, серьги простые, собственно говоря. Тут, видите, у меня орел на колье, а сережки вот они с перышками, маленькими перышками. Такие. Серьги очень самодостаточные, на самом деле, тоже, конечно. Вот. Так, ну и последняя серия, так сказать, украшений сейчас покажу. Ну что, вот такие вот еще сделаю серьги. Вот это моносерьга, это каф на ухо, и вот такие вот очень длинные шипы. В общем, у нас уже скоро Хэллоуин. В принципе, мне нравится такой немножко готический стиль в украшениях, честно, очень люблю. Люблю иногда красить волосы в черный цвет, красить губы яркой помадой, подводить глаза и, в общем, пугать детей в супермаркете. Таким образом. И, ну, опять же, Хэллоуин скоро у нас тут грядет. И вот такие вот украшения у меня родились, в общем. Ну, тут все просто, видите, тут просто это вот каф и цепочки из нержавеющей стали и вот эти вот шипы. Ну и вот тут такой тесачок. Так, следующие это совушки. Совушки держат голову. Вот. Тут я понимаю, конечно, это такой стиль не для всех, но мне нравится. Вот. Видите, совы держат голову такого сонного товарища. В общем, не надо было спать. Вот. Это вот кабошоны акриловые, которые на Али продаются. Ну, швензы. Вот так. И еще, смотрите, вот такие вот сережечки. Сейчас тоже. Так, где у нас тут перед? Вот. Так, вот они, смотрите. Это уже черное серебро с шипами. Видите, такие хищные сердца. В общем, я тебя так люблю, что прибью. И шипы. Маленькие шипы металлические, вот эти крупные шипы это пластик. Вот, серьги очень легкие получились, такие вот прям подвижные. Так, ну и последнее. Тут целый комплект у меня вышел, сейчас покажу, это уж совсем за упокой. Последний комплект, который я сделала, которым, честно говоря, страшно горжусь. Так, ну что, смотрите, это колье называется тоже, не знаю даже как его назвать. Любовь зла, полюбишь и психопата. Ну, как-то так. В общем, смотрите, что тут. Тут у меня, в общем, ну ладно, начнем так, технически. Смотрите, это лабрадор был, который я чуть-чуть облагородила, вот, потому что мне нужен был более голубой, он был более желтый, в общем, я его подшаманила. Это гранат вот здесь, в общем, красные, вот эти вот красные камушки, это гранаты. Вот, камешек лабрадора один, вот здесь только, остальные вот эти вот, это очень хорошего качества стекло. Вот, далее, и вот здесь у меня, видите, ручки сжимают держат вот этот камушек. Видите, руки такие вот в перстнях у меня, тут перстеньки на них я сделала. В общем, две руки держат вот это вот, ну, как бы прикрывает, вот, то есть вот, ну, вот так вот, да, вот так вот, если сцепить руки. Вот, здесь у нас подвески
бусинки граната, стекло, ножи. Здесь у нас гранат, стекло, вот такие вот чудесные, шикарные бусины. Тоже ножи. И вот это мемори проволока. Да. И вот опять же тут граната немножко, вот это стекло. Fire Polish, вот эти бусинки. Вот совершенно тоже классные очень. Вот, и шипы. Ну, в общем, вот так. Оно, кстати, колье-то оно не громоздкое, оно такое довольно-таки миниатюрненькое. Вот. К нему я сделала 2 пары сережек. Первые сережки вот такие. Сейчас покажу поближе, смотрите. Это такие вот они. Видите, это вот эти вот бусинки стеклянные, фольгированные, как бы, вот они совершенно невероятные, они двусторонние, они блестят, это, не знаю, ну, очень они красивые, эти бусины. Я, если ссылку найду, я оставлю вот на эти бусины, потому что они, конечно, классные. Вот, гранат и шипы, тоже очень, извиняюсь, очень подвижные сережечки, вот. Красиво смотрится. Ну, вы знаете, вот такие серьги, мне кажется, это, в принципе, да, даже и нисколько он не вызывающий выглядит. Вот. Хотя, говорю, вот для себя я всякое ношу. Вызывающий, не вызывающий, всякое. К вызовам я готова. Далее. Еще одну пару сережек я сделала. Смотрите, это вот такие вот они, как бы как гроздья, да, вот сборные получается. Это бусины есть такие вот, они неправильной формы, они как кусочки льда сделаны. Это вот такие бусины и Fire Polish нанизанные, да, и опять же гранат. Извиняюсь, что я так кручусь, не могу, их плохо так показывать. Гранат и вот здесь стекло. Вот такие серьги. Что смотрятся они, конечно, очень хорошо тоже. И колечко, смотрите. В общем, я решила, почему бы нет, почему бы не сделать кольцо. В общем, сделала тоже кольцо вот такое. Тоже, видите, оно вот этими болтушечками. Давайте я вот так покажу, так удобнее. Вот такое оно, видите, с шипами тоже. Кольцо все так же, пины и вот это вот чудная основа ситечка. Так, ну вот такой у меня получился дерзкий готический комплект. Спасибо большое за внимание, надеюсь, я была вам полезной, надеюсь, видео было интересным, и увидимся с вами в следующем видео.